Йоу, здесь Бокс. И у нас снова обзор на фонарик. На этот раз у нас будет не Fenix, на этот раз производитель Ace Beam, тоже китайский производитель. И фонарик у нас уже не EDC, а это турбо-тактический бластер, потому что бластер его иначе не назвать. Значит, фонарик работает на светодиоде XHP35 и в турборежиме разогнан до 2500 люмен. Производитель заверяет, что он светит на километр. Километр, Карл! Первое. Обратим внимание на саму коробочку. Посмотрите только. Коробочка на магнитной застежечке. Это великолепненько. Такую коробочку даже хочется сохранить, не хочется выкидывать в мусорник. Дальше. В коробке у нас чехольчик. Очень вполне себе комфортный чехол. Удобно носится как на ремне, так и на подвеске на рюкзак. Сзади есть тоже одна липучка Velcro. То есть можно либо продеть ремень через лямку, либо просто повесить чехол сверху. Очень удобно, фонарь не болтается, не вываливается. Просто замечательный чехольчик. Дальше. Пакетик. В пакетике у нас должны быть резервные гермокольца и темлячок. Да, темлячок. Темлячок кругленький, тянется из нейлона, затягивается на руке при помощи специальной стяжечки. Запасные гермокольца. И запасной кэп на заднюю кнопочку, на хвостовую. USB-провод. Фонарь самозаряжающийся, то есть вам не нужно вставлять аккумулятор в специальные зарядки. Достаточно подсоединить через USB-переходник сам фонарь. Питается он от заряда Type-C, что позволяет как заряжать фонарь, так и разряжать его. Ну, то есть вы втыкаете просто свой USB-провод в фонарь, и потом в разъем на проводе втыкаете зарядку для телефона, для фотоаппарата и так далее. То есть фонарь можно использовать как Powerbank. Причем Powerbank на 5100 мАч, потому что фонарик питается от аккумулятора 21700. Также у нас в коробочке есть переходник на аккумуляторы 18650. То есть, в принципе, к фонарику не обязательно докупать запасные аккумуляторы 21700. Можно просто через переходник, в случае, если у вас разряжается фонарь, поставить батарейку 18650, и он будет работать у вас дальше. Юзер-мануалы всякие разные. На нескольких языках. И гарантийная карточка. Обратите внимание, гарантийная карточка пластиковая. То есть это вам не какой-то не говняная бумага из вторсырья. Да? Карточка прослужит довольно долго, будет храниться, потому что производитель дает гарантию на фонарь 5 лет. И, собственно, взглянем на сам фонарь. Фонарик в длину 18 сантиметров, 7 сантиметров в диаметре башка и 2,5 сантиметра в хвосте. То есть фонарь это в принципе остается ручным фонарем,
прямом смысле ручным, то есть вы можете спокойно носить его в руке и ничто не будет вам мешать. При этом по функционалу это полноценный поисковый прожектор. Нужно ли оно вам? Ну, смотрите сами. Значит, фонарь имеет рейтинг IPX8, то есть он ударопрочный на падение с примерно 1,2 метра и будет работать при погружении в воду на 5 метров. Это в проточной воде. У фонарика есть световой индикатор прямо около гнезда зарядки, который светится 3 цветами. Если фонарь находится на зарядке или разряжен, он светится красным. Когда он на зарядке и полностью заряжен, светится зеленым. И когда вы подключаете фонарик в режиме пауэрбанка, он загорается синим. Фонарик имеет 5 режимов. Я не буду юлить, я их не запомнил, я буду читать с коробочки. Значит, минимальный режим 1 люмен, светит 30 дней и дистанция луча 88 метров. Честно говоря, в этом я сомневаюсь. То есть, если километр на максимальном это еще как-то логично, то на одном люмене 88 метров, ну не знаю, посмотрим. Я не уверен, что это будет видно на видео, потому что все-таки при видеосъемке камера работает немножко иначе. Но если я глазом буду видеть, что он светит на 88 метров, я постараюсь это передать на фотографиях. То есть фотографии тогда я приложу к видео. Если он не светит, то значит не буду прикладывать, я просто оставлю как есть на ваше усмотрение. Следующий режим низкий, 150 люмен, работает 15 часов без перерывов и светит на 304 метра. Средний режим 550 люмен, светит 4,5 часа на 560 метров. Мощный режим 1400 люмен, светит 1,5 часа на 879 метров. И режим турбо 2500 люмен. Но здесь все не так легко, поскольку 2500 люмен выжирают из аккумулятора очень большой заряд, то на 2500 люмен фонарь работает всего 1,6 минуты. Потом в турборежиме он переходит на 1400 люмен и работает еще 78 минут. После чего он переходит в режимы ниже, ниже и ниже, в зависимости от того, насколько хватит его заряда. У фонарика нестандартная и, на мой взгляд, довольно удобная система переключения режимов. То есть у него есть хвостовая кнопка и центральная. Хвостовая кнопка отвечает исключительно за режим турбо. Все остальные режимы переключаются центральной кнопкой. Но, поскольку у фонарика есть память, то есть он включается на том режиме, на котором вы его выключили, и чтобы не создавать конфьюзных ситуаций, когда вы пользовались фонариком, допустим, на режиме medium и выключили его, и потом вам нужно после пребывания в темноте пройти где-то с минимальным применением света, и при этом не приходилось вот так вот закрывать как-то в линзу и так далее, и не выдавать свое местоположение, включая фонарь сначала на medium режиме, потом переходить в high режим, и потом только в 1 люмен. 1 люмен включается отдельно. То есть для включения фонаря мы просто тапаем на кнопочку. Включается режим low. Зажимаем кнопочку. Включается medium. Еще раз зажимаем кнопочку. Включается high. Теперь давайте покажу, что я имел в виду. Переходим на medium. Вырубаем фонарь. То есть теперь в других фонариках, где нет системы, как в T27, мы сначала должны были включить фонарь на режиме medium, и потом перейти в high, и потом только 1 люмен. У этого фонарика нам достаточно на 3 секунды зажать центральную кнопочку, и включается режим 1 люмен. Зажимаем еще раз, включается дальше. Тапаем, еще раз. Зажимаем, включается 1 люмен, кликаем, он вырубается. Чтобы заблокировать центральную кнопку и уберечь фонарь от случайного включения, не знаю, допустим, в рюкзаке, достаточно зажать центральную кнопку на несколько секунд,
пока не включится режим 1 люмен, и фонарь не моргнет 2 раза. После моргания фонарь больше у нас не включается от клика, но режим турбо все еще доступен. То есть, если у вас фонарь заблокирован, допустим, висит на рюкзаке, и вам срочно нужно кого-нибудь слепануть, вы можете это сделать. Вы просто жмете на хвостовую кнопочку, и фонарь врубается на режиме турбо. Чтобы разблокировать фонарь, достаточно, опять же, нажать и зажать кнопочку, пока он не моргнет 2 раза и не включится на режиме 1 люмен. Значит, первый режим 1 люмен. На самом деле сейчас видно только меня, но глазом видно, что он реально светит на более чем на 80 метров. То есть я в ангаре, который в длину 90 метров, и он, в принципе, добивает до крайней стенки ангара. Но сейчас буду переключаться на другие режимы, и будет видно на камере лучше. Следующий режим Low. 140 люмен. То есть даже при 140 фонарь бьет очень далеко. На свои 140-200 метров. Но 200 не уверен, 140-150 точно есть. Следующий режим Medium. 550 люмен. Вполне себе хорош. Очень хорош. И режим High. 1400 люмен. Давайте теперь посмотрим на турбо. Ну, честно говоря, глазом разница между High и турбо не очень видна, но это видно на дистанции, потому что режим турбо светит все-таки на больше, чем на километр, а режим High всего лишь на 880 метров. Ну и теперь стробоскопчик посмотрим. Стробоскоп на 1400 люменах. И, честно говоря, я не знаю, как вы, я уже готов упасть в обморок. Вот еще немножко. Не буду. Режимы переключаются плавно. То есть я просто зажимаю кнопочку, и режимчики щелкаются сами по себе. 3 режима. То есть центральной кнопкой, после самого обычного клика, режимы переключаются поочередно между Low, Medium и High. Как и говорил, для включения режима турбо нужно нажать хвостовую кнопку. Для включения режима 1 люмен нужно зажать центральную кнопочку на пару секунд. Вот. А сейчас пойдем немножко в другое место, где расстояние побольше, чем 90 метров. Там будет почти километр. И проверим, светит фонарь на свои 1180. Конечно, не видно, что до него ебашь. О, видно. Бать. Так и на том видео было видно. Я просто не заметил как-то. Так, и, собственно, что я могу сказать про фонарь? Это не фонарь, это бластер. То есть, как вы сами видели, он действительно светит на километр примерно. То есть в Латвии на побережье моря в погоду с высокой влажностью он светил на 950 и подсвечивал маяк. Также вы видели, как он светит в ангаре на 90 метров. Ну, в принципе, то есть производитель не наврал. Фонарь действительно выдает свои километр, 550 метров, 800 метров и так далее, как по остальным режимам.
давайте сначала оглашу, наверное, минусы фонарика, и потом закончу плюсами, чтобы закончить обзор на хорошей ноте. Минусы. Самый первый главный минус. Фонарь греется. То есть я дома тестировал, как долго он может работать. Он действительно работает свои 1,5 часа на хай-режиме, но спустя 40 минут фонарь нагрелся до 75 градусов. То есть я включил его, поставил просто лежать, светить в потолок. Через 40 минут хотел вырубить, и я обжег руку, потому что 75 градусов для кожи это довольно много. Причем 75 градусов было не в башке, потому что нужно быть идиотом, чтобы трогать фонарь со светодиодом за бошку, потому что, понятно, что она горячая, тут даже наклеечка есть для особо умных. 75 градусов было на корпусе. То есть, если фонарь у вас работает довольно долго, не в прохладном помещении, не обдувается ветром, то спустя полчаса, минут 40 вы не сможете взять его в руку. Производитель уверяет, что у фонарика есть защита от перегревания, но я так и не понял, на скольких градусах она работает, потому что в спецификации это не указано. Ну и, собственно, я просто решил не проверять дальше, будет он нагреваться или не нагреваться, или не будет, чтобы не убивать светодиод. Еще один минус. Поскольку это авиационный алюминий, то есть у него нету теплоизоляции. И вот сейчас на улице у нас примерно плюс 5, плюс 6, холодный ветер. И пока я ходил с фонариком, просто подвешенным у меня на пояс, он остыл. В прямом смысле слова. Казалось бы, остыл. Нет, не казалось бы, потому что когда фонарь слишком остывает, он становится слишком холодным, аккумулятор перестает работать. То есть фонарь, он не включался. Я его тер ладошками, я вытаскивал аккумулятор, дышал на него. Тогда он, в принципе, включился на low режиме. Я включил его на low, он нагрелся от работы светодиода и тогда уже работал дальше. Вот. Но, в принципе, минус такой себе на самом деле, но все-таки я считаю это минусом. Следующее. Тактическое колечко. Это тактическое кольцо, оно меня бесит. Это сугубо мое личное мнение, то есть, может, вам оно будет нормально, но лично мне носить фонарик в руке, и когда ладонь упирается в это тактическое кольцо, неприятно. В принципе, еще один минус. Светодиод, его максимальная световыдача 1400 люмен. Но при помощи определенных махинаций производитель разогнал его до 2500. То есть это режим сверх максимальной мощности свечения светодиода. То есть он работает уже на износ. Так делают практически все производители фонарей. Единственное, Ace Beam, они разогнали свой фонарь до 2500 люмен, и в этом режиме он работает всего минуту, 6. Непонятно зачем. Можно было сделать режим, допустим, 2000 люмен, и тогда он работал бы, 3-4 минуты, но это было бы все-таки больше, чем 1,5. Или вообще оставить его максимальным режимом 1400, и пускай он работает свои 1,5 часа на максимальном режиме. Тем более, что очевидной разницы в яркости между 1400 и 2500 нету. Только разница в дистанции луча, в 100, в 200 метров. В принципе, все. Минусов нету больше у этого фонаря. То есть он перфектный. Плюсы. Это поисковый, мать его, прожектор. То есть, если вас ищет полиция, сгоняет на бусики
ищет по всему району прожектором, вы просто берете и ищете полицию. Ну, это так. А по факту его мощность, его дистанция и одновременно его компактность делают этот фонарь очень удобным и, так сказать, многофункциональным, потому что он не огромен, он лезет в карман, то есть это карманный фонарик. Вот у меня кармашек, оп, закрылся. А светит он как фара в автомобиле. Дальше. Зарядка от Type-C. То есть, как я уже сказал, фонарик можно использовать как пауэрбанк. Причем пауэрбанк с скоростью зарядки 2 ампера. То есть, это уже приравнивается к fast charge. То есть, если у вас, допустим, iPhone 5C с аккумулятором на 1800 мАч, значит, он зарядится меньше, чем за час с нуля. От фонарика, не от розетки. Аккумулятор 21700 на 5100 мАч. То есть, опять же, даже если вам, допустим, в походе фонарик не понадобится, и вы будете только от него заряжаться как пауэрбанка, у вас, пожалуйста, у вас 2 полноценные зарядки для iPhone 5. Ну или 1,5 для устройств на андроиде. Зависит от аккумулятора. Еще очень важным плюсом хотел бы отметить именно систему переключения режимов фонарика. Это действительно очень удобно. Единственное, что мне надо привыкнуть немножко к тому, что кликом он включается, а переключается он уже не кликом, а зажатием кнопки, потому что я по привычке все время кликаю и вырубаю его. Но это моя проблема. В принципе, единственное, что как EDC фонарь, он не пойдет как EDC фонарь, вот вообще, то есть, он все-таки компактный для своей мощности, он компактный, но такой фонарь просто в повседневности, даже мне не нужен, учитывая, что я хожу вот по таким вот местам постоянно. Фонарь я беру только когда выбираюсь на большие промышленные зоны или в заброшенные города, где ночью, где действительно нужно подсвечивать. Я еще, наверное, сейчас пару фоточек выставлю заброшенного военного города и с локатором 32-метровым в диаметре. Вот. Отдельно хотел бы отметить, что цена этого фонарика, я не буду называть цену, ищите сами, но относительно других брендовых производителей она гораздо ниже, если сравнивать фонарики с такой же мощностью, с таким же функционалом. Собственно, все. Покедова.